Гусли Славиши были обнаружены в 1975 году в ходе археологических работ на Троицком втором раскопе в Великом Новгороде. Обломки инструмента были извлечены из культурных напластований, датированных 70-80-ми годами XI века. Судя по всему, инструмент был разломан еще в древности, а его обломки разбросаны по территории жилой усадьбы, принадлежавшей богатому новгородцу, так называемой усадьбы А. На этой фотографии запечатлен момент работ в той части усадьбы, где чуть позднее будут обнаружены обломки инструмента. В 1978 году, после консервационных мероприятий в лаборатории Государственного Эрмитажа, обломки инструмента были переданы для восстановления художнику-реставратору Владимиру Ивановичу Поветкину. В ходе реставрационных работ сохранившиеся детали инструмента были соединены в единую конструкцию, а утраченные фрагменты были восполнены из новой древесины. В том же году Владимир Иванович Поветкин создал первую звучащую реплику-реконструкцию гуслей Славиши. Общая длина инструмента составляла около 83 см, ширина 13 см, а глубина резонатора 3,8 см. Инструмент состоял из двух крупных деталей – корпуса и деки. Корпус, представлявший из себя продолговатый резонаторный ящик, был изготовлен из единого массива дерева хвойной породы, предположительно сосны. Резонаторная полость инструмента закрывалась декой, которая представляла собой тонкую дощечку толщиной 3-5 мм, изготовленную из древесины дуба радиального сечения. Струнодержатель в виде двух ушек, закрепленным между ними стержнем, был изготовлен из одного куска дерева с декой. В верхней части корпуса, за пределами резонаторного ящика, имелся широкий сквозной проем, получивший название игрового окна. Над игровым окном располагалось 5 колковых отверстий. Сами колки, служившие для натяжения струн, не сохранились. На одной из боковых поверхностей резонаторного ящика сохранилась резная надпись, выполненная кириллицей. Изначально внимание исследователей было обращено на отчетливо прорезанную надпись «Словиша». Было выдвинуто предположение, что надпись может обозначать как имя собственного музыкального инструмента, так и имя владельца. Ситуация прояснилась, когда в 2023 году группой исследователей была выявлена тонко прорезанная монограмма из 3 символов Пси, Л, Ер, расположенная сразу после основной надписи. Таким образом, целиком надпись на корпусе инструмента читается как «Словиша псал», то есть «Славиша писал». Следовательно, Славиша – это имя человека, который, вероятно, мог быть владельцем инструмента или его изготовителем. На сегодняшний день достоверно известно о 18 находках, фрагментов и деталей лирообразных гуслей из Великого Новгорода. Один инструмент найден на Неревском раскопе. Недалеко от него еще один инструмент обнаружен на Тихвинском раскопе. 10 находок, связанных с лирообразными гуслями, обнаружены на Троицком раскопе, среди которых гусли Славиши. По одной находке на Федоровском раскопе, Рогатинском втором раскопе и Ильинском раскопе. На Нутном раскопе 2 свидетельства, и еще один фрагмент корпуса был найден на Михайловском раскопе. Кроме Новгорода, известна находка из Старой Руссы, из слоев XII века, еще одна находка XII века из Звенигорода Галицкого, который находится во Львовской области Украины, и 2 находки из Польши, в Ополе XI века и в Гданьске XIII века. Находки из Новгорода датируются в пределах XI-XIII веков. Датировки находок из других городов не противоречат новгородским и укладываются в пределах XII-XIII веков. Характер распределения находок по векам неоднороден. Большинство находок происходит из слоев второй половины XI, первой половины XII веков. На основе имеющихся данных детали корпуса могли быть изготовлены из сосны, ели, можжевельника, березы, клена. Деки могли изготавливаться из сосны и древесины дуба радиального сечения.
Для изготовления дек во всех зафиксированных случаях использована радиальная распиловка, что вполне соответствует современным стандартам изготовления дек для струнных музыкальных инструментов. Распиловка древесины для изготовления корпусов более разнообразна. В большинстве случаев это тангенциальная и радиально-тангенциальная распиловка. При такой распиловке может отличаться положение относительно сердцевины дерева. Сердцевина сверху, со стороны деки, выявлена на 6 образцах. Сердцевина снизу на 4 образцах. Еще один образец с центральным положением сердцевины. И также есть образец с центральным положением со смещением к низу. Для максимально достоверной реконструкции технологического процесса был проведен трассологический анализ находок, позволивший выявить сохранившиеся следы обработки на поверхностях музыкальных инструментов. Наиболее часто встречаемый след на поверхностях музыкальных инструментов – это след ножа. С одной стороны, это связано с тем, что ножом выполнялись самые разнообразные операции. В этом смысле нож является многофункциональным инструментом в деревообработке. С другой стороны, на многочисленность следов от ножа влияет то обстоятельство, что ножом выполнялись финальные операции обработки, и следы от ножа перекрывают следы от более ранних этапов обработки. На поверхностях музыкальных инструментов удалось задокументировать следы от нескольких операций, выполненных ножом: строгание, разметка и резьба. Следы строгания встречены на всех находках лирообразных гуслей, чья сохранность позволяет провести трассологический анализ. Следы строгания могут быть в виде коротких резов, так и довольно протяженных. Однако для ножа более характерны именно короткие резы, тогда как протяженные резы в большей степени характерны для разного рода стругов. Тем не менее, наши эксперименты показали, что ножом также можно делать резы протяженностью до 10-15 см. Дно реза может быть как вогнутым, так и плоским. На поверхности реза в большинстве случаев различимы параллельно идущие продольные выпуклости разной ширины, сформированные выщербленными на режущей кромке. Рисунок от выщерблен индивидуален для каждого лезвия и повторяется на одном предмете на разных участках. Однако бывают исключения. Например, в ходе обследования находки лирообразных гуслей с надписью «Славиша Псал» на основании трассологического анализа подтвердилось предположение Владимира Ивановича Поветкина о том, что первоначальная форма окна была позднее расширена за счет подрезания одной из сторон окна. На это, в частности, указывали первоначальные вырезы углов окна, хорошо различимые с оборотной стороны инструмента. При осмотре внутренних поверхностей окна было обнаружено, что следы резов на подрезанной стороне окна были сделаны почти идеально отточенным лезвием без выщерблен, что существенно отличается от следов на остальных его поверхностях, которые содержали трассы от выщерблен на лезвии ножа. Это говорит о том, что окно расширяли уже после того, как инструмент изготовили. Вероятно, что острием ножа могла производиться разметка заготовки. Следы в виде тонких порезов встречены на нескольких находках гуслей. Объемная плоскорельефная и контурная резьба на лирообразных гуслях встречается как элемент декоративного оформления. Следов специализированных резцов на данный момент выявить не удалось. Не исключено, что роль резцов выполняли ножи разных размеров. При помощи ножа также делались насечки в виде сетки для приклеивания деки, которые также выполнены в технике контурной резьбы. Следы сверла представлены сквозными каналами с ровными стенками. Такие каналы использовались для установки колков и для крепления стержня в ушках струнодержателя. Для некоторых инструментов Владимир Иванович Поветкин предполагал, что отверстия для колков могли прожигаться нагретой металлической проволокой, но пока мы не можем это опровергнуть или подтвердить. Поверхность каналов у некоторых находок внешне напоминает обугленное дерево, но края входного и выходного отверстия при этом четко очерчены, что в общем-то не очень характерно для прожженных отверстий. Следы резца с полукруглым лезвием достоверно прослежены только в одном случае – на внутренней поверхности резонаторной полости. Внешне они схожи со следами от ножа, но отличаются вогнутой вдоль линии реза поверхностью. Как и у следов от ножа, на дне реза хорошо читаются параллельно идущие продольные выпуклости разной ширины. Следы от долбления теслом не выявлены на лирообразных гуслях, хотя сам по себе этот технологический прием хорошо известен по новгородским материалам. Среди музыкальных инструментов следы от тесла отчетливо фиксируются на более позднем виде гуслей, получившем в научной литературе наименование гуслей звончатых или гуслей без игрового окна.
Датируются такие инструменты по новгородским материалам XIV-XV веками. Совершенно схожие следы можно встретить на незаконченных резных сосудах. Работа теслом, как и работа топором, относится к этапу грубой обработки. Как правило, следы грубой обработки на завершительном этапе работы прикрываются следами от ножей или резцов. Несмотря на то, что следы от топора пока что не выявлены на находках лирообразных гуслей в Новгороде, такие следы есть на находках смычковых инструментов из раскопок в Новгороде и Пскове. Следы скобеля также не выявлены на находках лирообразных гуслей, но встречаются на смычковых музыкальных инструментах. В целом, скобель не является необходимым инструментом для изготовления гуслей. В традиционной деревообработке скобели чаще применяются в бондарном ремесле и во время плотницких работ, во время ошкуривания бревен. Опираясь на имеющиеся данные о деревообработке в средневековом Новгороде в целом и об технологии изготовления лирообразных гуслей и других музыкальных инструментов в частности, был изготовлен набор реплик деревообрабатывающих инструментов. Топор наравне с ножом является базовым инструментом деревообработки. Большим топором можно делать объемные работы, убирать массивы дерева, но также можно выполнять и мелкие работы. Такой топор по своим характеристикам ближе к боевому топору. Тем не менее, маленьким, легким топором удобно делать небольшие операции, например, тесать деку инструмента. Скобель нужен не только для ошкуривания бревен, но также и для гладкого строгания различных поверхностей. Пила-ножовка. Очень полезный инструмент в столярном деле. Пилой можно отпиливать, например, лишние куски древесины от заготовки. Тесло необходимо для долбления полостей, в нашем случае резонаторного корытца. Также не используется для изготовления посуды. У нас тесло на угловой рукояти. В Новгороде обнаружены не только сами тесла, но и вот такие вот рукояти. Резец-ложкарь или ложкарный резец – инструмент, который традиционно используется для изготовления посуды, например, ложек. В нашем случае таким инструментом будет удобно выстругивать резонаторную полость. Нож является основным инструментом, очень важным в деревообработке. Им выполняется большое количество различных операций. Конечно, прежде всего это строгание, но также может выполняться разметка. Может быть, таким инструментом исполнялась резьба. Кроме больших ножей, есть маленькие ножи, которые очень удобны для резьбы, объемной резьбы, плоскорельефной резьбы, контурной резьбы, для разметки. Это маленький, но очень удобный инструмент. Сверло. В нашем случае ложковидное сверло. Такие сверла очень часто встречаются в материалах раскопок. Наш образец изготовлен по находке XIII века. Но совершенно такие же по конструкции сверла встречаются среди материалов X и XI веков. Долото. Инструмент, который, может быть, и не очень необходим для изготовления гуслей, но мы попробовали им выполнить несколько операций в качестве эксперимента. Что интересно, его можно использовать как прямую стамеску. Также для эксперимента мы взяли несколько вспомогательных инструментов. Например, молоток. Слесарный инструмент, который, тем не менее, необходим для того, чтобы, например, ударять по долоту или по клиньям, когда расщепляют бревно. И еще один инструмент – это клещи, кузнечные или ювелирные.
Далее мы предлагаем вам ознакомиться с основными этапами эксперимента. Подробную запись эксперимента, более 5 часов, вы сможете увидеть, перейдя по ссылке в описании. Приятного просмотра!
Наш эксперимент мы считаем удачным, однако в конце мы обязаны рассказать об основных ошибках, которые были допущены во время эксперимента. Во-первых, было использовано сухое бревно для корпуса. Оригинальный инструмент, вероятно, изготавливался из свежего бревна. В литературе в качестве материала для корпуса указывается сосна, а в нашем эксперименте использована елка. В оправдании можно сказать, что верифицируемые данные об анализе древесины неизвестны. Также был взят слишком тонкий дубовый ствол для изготовления деки. Скорее всего, диаметр ствола дуба в оригинальном инструменте был более 30 см. В нашем случае диаметр ствола был около 20 см. Это влияет на технологию изготовления. При условии, что ствол более 30 см, деку можно вытесывать из четверти или 1/8 части ствола. В нашем случае пришлось вытесывать из половины, соответственно, пришлось производить только одно расщепление ствола, разделившее его на 2 части. Деку пришлось переклеивать из-за того, что сначала она приклеилась со смещением. Дека в оригинальном инструменте в некоторых местах дополнительно была закреплена деревянными гвоздями. Возможно, что это следы ремонта. В эксперименте крепление гвоздями не использовалось. И есть еще ошибка записи эксперимента. По какой-то причине не записана финальная обработка ножом ушек струнодержателя. На этом все. Спасибо за просмотр.